И С, Слава, напишите, плиз, свои любимые темперные краски, минимальный набор из 5-8 штук. Очень классная краска, особенно не разбавленными мазками. Писать одно удовольствие. А как вы отмываете палитру от темперы? Предполагаю, не отмываете. Ну, а от чего ее отмывать? Я раз в неделю хожу на наброски, попшикал ее поляризатором, она в прекрасном состоянии, вот в таком. И она у меня вот, ну, это все рабочее состояние. Любимые краски ФЦ, синяя, ультрамарин, бирюзовая, краплак, красный кобальт, кадмий светлый можно достаточно. Есть еще и темный, ну, умбра жженая, охра желтая, оранжевая, кадмий желтый, средний, странциановая. Ну, пожалуй, вот, наверное, вот эти вот. Ну, может быть, еще иногда зеленая. Лучше ФЦ. Ну, я могу и хром-кобальт. Ну, вот, пожалуй, этого достаточно для того, чтобы работать. Вот они у меня пополняются, когда заканчивается. Белила. Я записываю на набросках, как я работаю, и если вам интересно, я буду выкладывать эти видео, помимо вот этих роликов, иногда буду выкладывать. Это не уроки, потому что там нет палитры, нет объяснений, но ход работы я буду выкладывать и в телеграм-канале, и в Яндекс.Дзене, и здесь тоже в Ютубе. И посмотрю по вашей реакции, насколько это актуально. Ликспет. Здравствуйте, здрасте, обожаю ваше творчество, спасибо. Люблю писать маслом и, как правило, по ночам при стоячем, направленном светильником. Мой любимый диапазон – это зелень, охра, умбра, синий ФЦ и белила. И вот прямо все вижу при письме, любой тонкий переход. А на утро пропадает эта тонкость в картине. Развожу краску white спиритом от Тикурилы. Но, может быть, просто вот этот стоячий светильник недостаточно рассеян. Лучше всего не стоячий брать, а потолочный. Потому что, да, еще нужно такой рассеиватель к нему. Ну, условно говоря, вот как калька или какие-то такие, если вы сами делаете, тряпыци такие, продаются такие, ну, рассеиватели. В строительном магазине продаются какие-то оберточные, такие тонкие довольно-таки, такие матовые рулоны синтетического материала какого-то, который тоже из него можно сделать. Света должно быть много, и он должен быть естественным, вот как днем. Тогда будет довольно-таки комфортно работать. И многое зависит от цветовой температуры, конечно же, этих светильников. Если они отклоняются от естественного света, да, то, конечно, будут какие-то в желтизну там уходить. Вы не замечаете этих переходов в стоячем светильнике, а утром уже можете заметить. А попробуйте писать все-таки больше днем, потому что длинный уже день, а ночи короткие. Игорь Гришин, 56. Странно очень. Как? Не важно что, а важно как. Тоже может сказать фотограф, инженер-политик, генерал скажет. Не важно, куда стрельнуть, важно как. Как-то можно запутаться в такой философии. Но, может быть, с генералом-то и не очень удачный пример. Не все профессии подпадают под вот эту вот штуку «как». Живопись подпадает. Музыка, например, музыкант садится, например, за инструмент, рояль, и играет одну и ту же мелодию, например, мурку. То есть можно по-разному сыграть. Вот это, что понятно, мурка. Но садится джазист, и он и уже звучит это все по-другому. Там сплошные синкопы, не разберешь, куда вставлять сильную долю. Где она сильная-то? Ну, человек, который записывает слова,
он может их так поставить, что будет высокая поэзия, высочайшая. А слова те же самые, просто порядок слов, слова-то те же, это что? А вот как их поставить, приводит нас в экстатическое состояние. Так что Игорь Гришин, 56, это тема для размышлений. Что скажете, друзья? Ну, оденем мы с вами, например, Игорь Гришин, 56, я не знаю. Другой пример, да? Лабутыны какие-нибудь, вот такие вот. Что? Это что для нас, да? Я пройду точно, если я не упаду со второго шага, то это героизм. Подозреваю, и вы. А дама пройдет так, что и все бабочки на нее слетятся сразу. Ну, я имею в виду, только будут смотреть ей вслед, как она ходит на этих оковалках вот этих. Друзья, не забывайте, что я в Гурзуфе провожу класс на майские праздники, и будем писать глицинию. Приезжайте. На поезде я поеду. А 23 числа апреля, вот сейчас уже скоро, в субботу, у нас мастер-класс в Москве. Мы пишем женскую модель портрет. Это будет незабываемо. Еще есть несколько мест. Совсем чуть-чуть. Наутика. Вот про мотивы и откладывание вы правы. Очень немного времени на реализацию. Отложил? Считай привет. Жаль, не всегда получается схватить и начать рисовать. Сомнения, опять же, стоит ли, надо ли, а не чушь ли придумал, не чушь ли. Но в любом деле, по моему опыту, есть чувства, которые захватывают, а потом еще разум, а не чушь ли. То есть волна чувств должна подтверждаться как-то критически разумными соображениями, анализом. Но это нормально. Это синусоида такая любого процесса. Сначала и ты уже в другом качестве. Это какой-то коридор между чувством и разумностью того, что чувства тебе дали. Ты в этом коридоре должен какое-то время прожить его, погулять, почувствовать. Вот оно насколько... баланс нужно найти между чувством и разумностью. А для этого нужно делать эскизы. Нужно продумать композицию, продумать ее в тончайших деталях, чтобы это было не нелепость. Это касается вообще любого произведения, даже натюрморта. Это может быть такая нелепость. То есть чувств много, ты хочешь петь, но не попадаешь в ноты. Это абсолютно будет нелепо, глупо. Композиция — это нечто запредельное, величайшее, вообще открытие человечества. Все создаваемое художником, весь материал — это его путь, это нахождение композиционных решений. И если они удачные, одного, кстати, не бывает решения. Мотив один, а решений миллион. Да что миллион? Сексильон. Что такое композиция? Как ее почувствовать? Об этом тысячи трудов написано. Кстати, я тоже сделал труд. Урок у меня по композиции-то есть. 13-й. 10% скидка работает, так что заходите. 10% скидка работает, так что заходите. Много примеров моих работ, где я детально показываю, как она из чего сочиняется. Почему в одном случае высокий горизонт, в другом низкий. Почему центр композиции есть, в другом нет. Почитайте отзывы, примите решение. Урок очень важный, я много в него вложил.